Всем привет, друзья! С вами НС, и это полная контра. По многочисленным просьбам в социальных сетях 4-й выпуск посвящается антимагу. Этот персонаж действительно не так прост и в умелых руках может быть крайне неприятен. Но если подготовиться к битве с антимагом как следует, он может оказаться лакомым кусочком. Сейчас попробуем с ним разобраться. Главное в войне с антимагом — это грамотный выбор героя, на котором вы будете играть. И даже несмотря на то, что он антимаг, некоторые маги тоже сгодятся, чтобы его остановить. Начнем, пожалуй, с позиции мидера. И тут есть один очень тонкий момент. Дело в том, что антимаг в какой-то степени является контргероем Шторма или Queen of Pain. Однако и они при определенных условиях контрят антимага. Все зависит от того, насколько хорошо фармят эти герои и насколько хорошо фармит сам антимаг. Все упирается в скорость покупки арчида. Если Шторму или Queen of Pain удается купить арчид рано, в то же время у антимага еще нет даже намеков на манту, то они могут очень неэффективно мешать ему жить, постоянно гангая. Если ситуация обратная, то эти герои становятся настоящей едой для антимага. Если вы, играя за Шторма или Queen of Pain, хотите чувствовать себя против антимага хорошо, то убедитесь, что против вас в миде не будет какого-то очень сильного героя, который не даст вам комфортно фармить. Например, Вайпер, Лишрак или Лина. Также обратите внимание на наличие в команде противника Баунти Хантера. Этот товарищ также может испортить вам фарм в миде, и никаких быстрых арчидов не получится. Если не уверены в своих силах и не хотите рисковать, играя за Шторма или Queen of Pain, то вот вам набор мидеров, которые стабильно хорошо чувствуют себя в игре против антимага. Виндрейнджер. Она имеет врожденный уворот, а также хорошие шансы привязать куда-то очень контактного антимага. Темплар Ассасин, которая за счет огромного количества физического урона, даже сильно отставая от антимага по фарму, способна убивать его в драках. Obsidian Devour обладает орбами, которые наносят чистый урон, а значит антимагу будет очень больно. И Лина. Лина хоть и маг, но хороша своим ультимейтом, усиленным агонимом, который также наносит чистый урон, а значит игнорирует магическую защиту антимага. В хороших руках против антимага также отлично смотрится Shadow Fiend и Лондруид. А вот от Тинкера, Пака, Разора, Лишрака и Вайпера я бы советовал отказаться полностью. Всем им на определенном этапе против антимага делать просто нечего. Переходим к кэрри. И вот тут выбирать нужно особенно тщательно. Большая часть стандартных кэрри при игре фарм проигрывает антимагу, так как в определенный момент он начинает фармить гораздо быстрее и в итоге просто обгоняет вас на несколько слотов. В профессиональных играх с этим борются пушами, грамотной командной игрой и грамотным вардингом, и то справиться выходит далеко не всегда. Играя же в одиночку, о многих из этих вещей мечтать не стоит, поэтому большой пласт кэрри отпадает автоматически. Не пикайте против антимага Дроу Рейнджер, Снайпера, Луну, Гирокоптера, Сларка, Террорблейда и Вивера. Как бы вы ни пытались и не старались, антимаг все равно будет фармить больше и в один прекрасный момент разобьет о вашу голову Abyssal Blade и убьет в считанные секунды. Откажитесь также от Вейскинга, ему вообще от антимага очень грустно становится, так как маны на ульт постоянно нет. С опаской смотрите на Лансера, Нагу, Хаус Найта и Джаггернаута. Первые трое в теории могут побеждать антимага, но на практике чаще выходят наоборот. Джаггернаут силен только если ему кто-то будет помогать. На деле он не может толком ничего сделать антимагу. Антимаг слишком мобилен. Лучшие кэрри против антимага — это Фантом Ассасин, Void, Doom, Клинкс, Тролль Варлорд, Лондруид и любимец всех школьников Рикимару. Фантом Ассасин сильно выигрывает перед антимагом за счет встроенных критов и уворотов. Того и того у антимага нет, а значит в драках фантомка сильнее, чем антимаг, даже если она уступает по фарму ему достаточно сильно. Void является контрпиком почти любым милишникам, так как его купол им жутко мешает. Для мобильных милишников Void вообще кость в горле. Антимаг привык прыгать как по карте, так и по бою. Если его лишают мобильности и фиксируют на долгое время, он очень недоволен. Doom также хорош тем, что выключает мобильность антимагу. А если собрать Doom Агоним, то его ультимейт вдобавок выключит магический щит антимага. Тролль, Варлорд и Лондруид тоже могут потягаться с антимагом в битве. Они очень толстые и не привязаны к количеству своей маны.
Теперь немного о Клинксе и Рике. Если вы будете долго фармить за этих двух, то антимаг победит вас, но у этих героев есть другая возможность. Клинкс фармит быстрый арчит, а Рике быстрые диффуза. После этого они начинают настоящую охоту на антимага. Арчит и диффуза достаточно дешевые предметы, поэтому когда вы начинаете охоту, у антимага еще может не быть даже Battle Fury. А такой антимаг очень легкая цель. Также неплохими керри могут быть Слардар, Найтсталкер, Урсай, Хускар, Алхимик, Спиритбрейкер, Бладсикер и Бристлбэк. Но они все-таки не так надежны. Теперь поговорим о саппортах. Правильный выбор саппорта против антимага – это залог успеха борьбы с ним. Часто проблема заключается именно в том, что саппорты выбраны плохо и абсолютно ничего не могут противопоставить мобильности и магическому щиту антимага. Лучшие варианты против антимага — это те саппорты, которые могут как-то остановить его. То есть у них есть станы и сайленсы. Лучшие представители — это Дизраптор, Shadow Demon, Рубик, Бестмастер и Винтервайверн. Дизраптор является одним из лучших гангеров против антимага, так как против Глимпса Блинк не спасает. Shadow Demon обладает одной очень интересной фишкой, которая помогает бороться с антимагом более чем эффективно. Дело в том, что иллюзии Disruption обладают всеми пассивками героя, из которого они сделаны. Таким образом, эти две иллюзии выжигают всю ману антимагу буквально за секунду. Также наносят неплохой урон. Shadow Demon лишь нужен любой помощник, который сможет застанить антимага после того, как тот выйдет из Disruption. Рубик в любой момент времени может украсть у антимага Блинк, что делает его очень эффективным персонажем против него. Бестмастер надолго фиксирует антимага на месте, а как мы уже выяснили, антимаг этого очень не любит. Виверна также способна зафиксировать антимага на месте, плюс может спасать своих союзников от атак антимага при помощи Cold Embrace. На профессиональной сцене часто контроль антимагу являются Леон и Shadow Demon за счет своих хексов, однако стоит понимать, чтобы эти герои были эффективны против антимага, им нужно определенное количество предметов, хотя бы элементарный блинк. В профессиональных играх этим героям дают пофармить блинк, но при игре в паблике часто никто вам линию не уступит, поэтому очень часто антимага они совершенно никак не контрят. Однако эти двое все-таки лучше, чем Лич, Вич-Доктор, Аппарейшн, Абадон, Дазл, Жакира, Скаймак, Котл, Сайленсер, Виномансер и Винга. Это как раз те самые персонажи, которые могут только смотреть на то, как антимаг фармит всю карту, а потом фармит их самих. Напоследок немного об игре против антимага. Одной из самых хороших идей против антимага является поставить против него какую-то даблу, которая будет сильно мешать ему фармить на старте. Например, Спиритбрейкер и Shadow Demon, Бристлбэк и Винтервайверн, Хускар и Дизраптор, ну и подобно им. Таким образом вы сможете ограничить его фарм. Но если антимагу никто не помешал, и он быстро нафармил Battle Fury и даже манту, то тогда отличной идеей будет заблокировать как можно больше спавнов в лесу, которые может фармить антимаг. Особенно важно заблокировать вардами Ancient спавны. Антимаг фармит там примерно по 500 золота в минуту. И если лишить его этой возможности, то он не будет так быстро отрываться по фарму от вашего кэрри. Пикайте и играйте против антимага правильно. Удачи!